Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа. Поздравляю вас с наступившими и предыдущими праздниками, которые нас ожидают на протяжении года. И я сегодня постараюсь ответить на все ваши вопросы. И начну я вот с чего. Сейчас есть типичные для всех недомогания, которые появляются у людей, которые отметили великолепно праздники и сейчас находятся дома. Данные недомогания, они как у одного проявляются практически у каждого. Первое недомогание – это ощущение жара, то есть появляется ощущение таких вот приливов, все время становится жарко, нечем дышать, у некоторых появляются тревожные состояния, даже панические атаки. С чем это связано? Как правило, это связано с переизбытком употребления напитков, алкоголя, а также кофе, чая. Кофе и чай высушивают кровь, у человека появляется ощущение вот таких жаровых качеств, и человек начинает ощущать приливы вот такие. Каким образом это все устраняется? Самый простой способ – это все-таки убрать из рациона питания по возможности большое употребление чая и кофе. Ощущение тревожности и ощущение отдышки, которое возникает, это несмыкание митрального клапана сердца. Это может быть на фоне развивающегося атеросклероза, ишемического заболевания сердца. И мои рекомендации для того, чтобы это все устранить, это небольшие физические нагрузки в виде ходьбы с глубокими вдохами и выдохами без задержки дыхания. Очень рекомендую это использовать сейчас во время этих праздников. Не находитесь все время дома, постоянно настраивайтесь на то, чтобы какое-то время побыть на открытом воздухе. Старайтесь не спеша прогуливаться и делать вот такие глубокие вдохи-выдохи. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Сейчас, я так думаю, вы уже видите меня. Звука не было, но уже есть. Итак, Джакушева Лена. Здравствуйте, с Новым годом, добра. Спасибо, очень приятно. Мне 53 года, в 19 лет забеременела, начались симптоадреналовые кризы. Бессонница и ужас просто. Врачи беременность прервали, но сон так и не вернулся. Лечилась постоянно и всем. Что мне может вернуть сон? Я думаю, что использование препаратов, которые могут уменьшить объем сердца, и использование упражнений, которые могут помочь сделать так, чтобы отверстие митрального клапана сжималось, могут существенно улучшить состояние засыпания. Какие препараты необходимо принимать? Это препарат NSCARD, это препарат Презус Монтесин, это препарат можно принимать Мускус, также к вечеру успокаивающий препарат Паставит или Сирантал нашей компании, и перед самым сном, как он у нас называется, Мирмил, Сонмил, не помнишь? Сейчас я скажу, как называется. Сонмил, по-моему, в виде капель. Скажите, у вас появился звук? Если появился, поставьте плюсик. Также перезагрузите страницу. Есть звук, все хорошо. Все хорошо. Лариса. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Сыну 35 лет. Зимой ледяные стопы и правая рука. Посоветуйте, что делать? Если зимой ледяные стопы, нужно узнать у него, нет ли у него плохого сна, нет ли у него общего состояния стресса. И это очень часто говорит о том, что не отходит правильно желчь. И это говорит о том, что не формируется в достаточном количестве
или переизбыток крови, или недостаток. Так говорит тибетская медицина. Что необходимо с этим делать? По моему мнению, для того, чтобы нагреть человека, ему помогут препараты, расширяющие сосуды. Это препараты моей компании «Рутин», это препарат КФС и успокаивающие препараты. Это чай Дитарекс и, собственно, сам препарат Дитарекс. Это все поможет. Ага, капли Дремин. Ну и обязательно совместно с каплями Дремин обязательно гулять и делать глубокие вдохи и выдохи, как я рекомендовал 2 минуты назад. Камила, здравствуйте, Андрей Андреевич. Моей бабушке 83 года, несколько лет страдает болями в ЖКТ. Периодами бывают обострения, ничего не может есть. Рвота, запоры, неделю, и из-за боли поднимается давление. Заказывали у вас Прокшалам, Франгул, после них еще хуже почему-то, объясню сейчас. Посоветуйте, пожалуйста, еще что-нибудь. В чем может быть проблема? Это прямо типичная проблема, когда у человека появляется опухоль. Когда появляется опухоль в отделе кишечника, то все, что вы перечислили, включая обострение, включая рвоту, включая запоры, это все проявляется. То есть, скорее всего, бабушку необходимо все же вести к врачу, после чего делать исследования и определять, в чем же является причина, но вы описали развитие опухолевидного процесса. Что можно сейчас делать для того, чтобы облегчить ее состояние? На уровень живота, на верхнюю часть или верхний квадрат живота необходимо прикладывать салфетку с уксусом, а также натирать ей сам живот, делать такой муковисцеральный массаж, просто по возможности с топленым обычным сливочным маслом. Это улучшит состояние перистальтики и заметно улучшит ее состояние. Тем не менее, по моему мнению, без врача вам не обойтись. Ирина, здравствуйте, с Новым годом. Спасибо. У меня вопрос. Моей дочери, ей 43 года, на внутренней стороне безымянного пальца правой руки сморщилась кожа. Дочь пыталась мазать кремами, но кожа не разглаживается, наоборот, стала толще и плотнее. Может, вы знаете, что это может быть, как ей может помочь? Да, конечно. Это у нее, скорее всего, сейчас холодовая аллергия, которая спровоцировала холодовую, возможно, экзему или даже начало или дебют появления заболевания псориаз. Обычно это возникает в случае, если человек принимает сладкое, алкоголь. Я вообще считаю, что полное устранение из рациона питания сладкого и алкоголя, и колбас, ограничение употребления мясной пищи, переход на такую слабую диету, при этом убрать майонез, все, что может бродить. И использование мазей моей компании, это мазь Psoriatix и препарата Instamax может существенно улучшить ее общее состояние. Это холодовая аллергия, никакие мази ей, скорее всего, не помогут, кроме гормональных. В дальнейшем там начнет трескаться кожа. Убрать вот так симптоматически или местно можно мазью, называется изотоновая или изотоновым бальзамом. Эффективность доказана, очень быстро поможет. Алла, добрый день. Подскажите, как эзотерически убрать отеки ног? Никак. Я не даю свои рекомендации во время вебинара по тибетской формуле, никаких эзотерических рекомендаций. С Новым годом вас и вашу семью. После марафона вы рекомендовали принимать в течение 2 месяцев мазь Индометрикс, женское здоровье, Минзанорм, Сирантал, Поставит, Железняк, чай. Вопрос по мази Индометрикс. Препарат вводил 1 месяц по 2 раза в сутки, теперь несколько дней не ввожу, так как начались неприятные ощущения промежья, зуд, боль, неприятные ощущения, возможно, стресс или аллергия. Нет, это на фоне употребления сладкого, которое вы употребляли во время Нового года, у вас появился вот такой вот некий синдром проявляющегося сахарного диабета, который проявляется в виде вот такого зуда в промежности. Отмените на время препараты, обязательно уберите любое сладкое, чтобы его у вас в рационе питания не было, и буквально через 7-8 дней это все исчезнет. Также я хочу вам сказать, что в дальнейшем было бы неплохо провести исследование крови, посмотреть, не поднимается ли у вас глюкоза, ну и это может быть просто признаками аллергии. На протяжении 1-2 дней, если не применять препараты,
признаки аллергии должны уменьшиться. Для того, чтобы быстрее это все устранить, можно вагинально проспринцеваться. 1 стакан теплой воды, 1-2 капли масла чайного дерева и четверть чайной ложки соли поваренной. Это может помочь быстро убрать вот такую аллергию. У моей невестки, а иногда и у меня пища кажется то очень соленой, то наоборот пресной. Подскажите, пожалуйста, от чего это может быть? Спасибо за ответ. Соленая пища кажется человеку в случае, если есть пресная пища кажется человеку, если есть заболевания поджелудочной железы и легких. Очень соленой кажется пища в случае, если есть заболевания, связанные с печенью. Когда вам кажется, что еда очень соленая, это говорит о том, что желчь не отходит, и в дальнейшем вы можете ощущать во рту, особенно в утреннее время, небольшие привкусы горечи. Устранять необходимо увеличением использования горечей всевозможных. У нас есть такой препарат в компании, называется Амарум Дуйко, 1 столовая ложка на стакан воды, и пища вновь станет такой, которая нужна. Когда у вас будет ощущение пресной пищи, вам необходимо знать, что это связано с появлением заболеваний либо поджелудочной железы, либо легких. И в одном и в другом случае это может быть признаком чрезвычайного и огромного или нестабильного или повторяющегося употребления сладкой пищи, чрезвычайно сладкой пищи, большого количества сладкой пищи. Если человек принимает большое количество углеводов, то в дальнейшем могут как раз и появиться такие симптомы. Нагрузка на поджелудочную железу может создать условия, при котором теряется вкус соли, а нагрузка на печень и желчный пузырь может привести к тому, что появляется ощущение очень соленой пищи. Ольга Швед. Сейчас, 1 секунду. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сегодня, пожалуйста, от чего очень густая слюна, прямо как клей? Нарушение функции глотания, слюна стекает периодически в трахею, блокирует дыхание, трахеостома. Сейчас Харрис пьет бронхоспатин, канцерамидин, бирол, апимокс, децепин, антипарез, гипакс и так далее. Как можно восстановить глотание? Спасибо большое. Конкретно с Харрисом это связано с аллергическим ринитом, то есть у него, скорее всего, воспалительные процессы. Сейчас может быть отдела небного или гортани, или отдела верхней части гортани, лимфоузлов, то есть отек лимфоузлов. И отек этот лимфоузлов, его можно устранить путем полоскания фурацилином, и можно полоскать содой носоглотку и горло, солевым раствором, содово-солевым раствором. Принимать в небольшом количестве препараты, хороший препарат такой, можно попринимать препараты с лизоцимом, можно попринимать антигистаминные препараты, допустим, тавигил или цитрин по 1 таблетке. Это заметно улучшит его состояние. Именно поэтому у него густая, как клей, слюна, из-за воспаления лимфоузлов шейного отдела и узлов носоглотки. Можно ли забеременеть, если уже климакс? Может быть, есть такое волшебство? Скорее всего, такого волшебства нет. Дело в том, что женщины рождаются с определенным количеством яйцеклеток, и это называется, исследуется анализом, называется антимюллеровский гормон. В случае, если он чрезвычайно низкий, то необходимо идти на эко. В случае, если он достаточный для того, чтобы еще можно было рожать, то можно пробовать пользоваться естественным путем, идти естественным путем. Я хочу сказать, что в случае, если у вас климакс, и в случае, если у вас возраст достаточно такой
взрослый, то чудо не произойдет. Здравствуйте, вы сказали, возможно, у бабушки опухоль, а можно продолжать лечение прокшеланом франгул трибетин. Трибетин может устранять опухоль, прокшелан франгул нет. Противоопухолевые препараты моей компании — это изотон, это свечи изотоновые, это препарат канцерамидин, это инстамакс, эмбрио плюс, демилон, инга брусицка. С Новым годом! Подскажите, пожалуйста, как можно помочь, когда долго сижу? Начинаю болеть точка в середине паха и ноги. Иногда переходит боль в ногу. Спасибо огромное. Это, скорее всего, у вас тромбоз. Там есть у нас срамная вена. И вот так именно, как вы описали, оно и проявляется. Какие препараты необходимо попринимать? Препараты, которые могут улучшить состояние вен. Это препараты моей компании Легка Хода, это препарат ЕМА. Смазывать внутреннюю часть бедра необходимо мазью вариковазиновая, и можно еще принимать рутин препарат. Так оно и проявляется. Лариса, в течение нескольких лет у меня уходящие, возобновляющие проблемы с полостью рта. Печет, болит, ощущение, что слизистая расширилась и распухла при еде. Кажется, что могу что-нибудь не то откусить. Специалисты по слизистой ничего особенного не видят. Предлагают принимать витамин А и смазывать облепихой. Не помогает. Дело в том, что наша слюнная железа, вернее, наша полость рта, она и слюна имеет качество щелочи. И задача этой щелочи нейтрализовать любую другую пищу или любое другое влияние на полость рта путем ощелачивания данной пищи, приведения ее к нейтральному, воспринимаемому для пищевода придавания вот такого свойства. И когда мы начинаем разжевывать, то слюна, в которой находится вещество, которое называется лизоцим, начинает проводить еще и антибактериальное воздействие. Очень часто так бывает, что у людей, у которых есть заболевание гастроэнтериальный рефлюкс, происходит заброс кислоты в ночное время в виде вот такой вот отрыжки, которую может услышать человек, который находится или который спит рядом с вами. То есть такое ощущение, как будто человек ночью как бы отрыгивает. В целом он отрыгивает, и это не очень правильно, потому что это не связано с воздухом, который накопился в желудке, это связано с высокой кислотностью и недостаточно правильной работой помпы желудочной. И за счет этого происходит отгибание гастроэнтериального клапана, и в пищевод проникает пища под давлением, при этом она вбрасывается и попадает в рот в случае, если это высокая кислотность, как правило, она высокая, то это может приводить к появлению ожогов слизистой оболочки рта. И ни один человек, который занимается слизистой оболочкой или чем-либо, никогда не даст вам никаких рекомендаций, так как это заболевание гастроэнтерологическое. И чем же это лечить? Ну, лечить это необходимо у врача-гастроэнтеролога. Мои рекомендации такие: полоскание рта на протяжении дня и перед самым сном 1 стаканом воды с 1 чайной ложкой соды. Изменение рациона питания – это овсяная каша, такая скользкая, липкая. На протяжении дня раздельное питание, то есть это питание там каждые 6-7 часов в небольшом количестве, тотальное уменьшение употребления острой пищи, жирной пищи, чрезвычайно соленой, переход на пищу более вареную и использование, возможно, соды, чайная ложка соды на стакан воды 2-3 раза в день, использование семян льна, это порошок семян льна, который можно приобрести в моей компании,
Заваривание 1 столовая ложка на 1 стакан воды после остывания. Использовать это на протяжении дня, съедать как кисель. Из моих препаратов препарат «Здоровый желудок», «Эмбрио Плюс», «Гастронорм». Использование каолина, 1 чайная ложка каолина на 1 стакан воды 2-3 раза в день. Тем не менее, хотелось бы вам дать рекомендацию все же обратиться к гастроэнтерологу, чтобы определить, не являетесь ли вы носителем хеликобактера. И так как в случае, если вы являетесь носителем инфекции хеликобактер, то в дальнейшем необходимо проводить курс, который будет связан с использованием и антибиотиков, и препаратов, поддерживающих иммунную систему, и препаратов, восстанавливающих перистальтику кишечника и микрофлору кишечника. Ольга Садовская. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Поздравляю вашу семью. Спасибо. Вопрос. Очень часто в утренние часы с 4 до 5 бывают судороги в верхней части ног, недалеко от паха. Пропила курс магнумцит, но все равно опять обостряются и возобновляются судороги. Чем можно себе помочь? Вот такие судороги, которые возникают в области паха. Что ж, кричать хочется. Очень часто является следствием длительного процесса атеросклероза и появлением стенозов. Обычно это стенозы, связанные со стенозами сердца или артерии легочной или какой-либо еще, а проявляется в виде судорог в ногах. Именно поэтому магнумцит сам по себе вам судороги не уберет. Вам необходимо препарат атеросклеропатин, рутин, препарат, который называется у нас, можно принимать Морбустоп, Эмбрио Плюс. Вот такие препараты в комплексе по 1 таблетке 3 раза в день смогут вам помочь. Естественно, правильно было бы провести все же исследования кардиологические, обратиться к врачу-кардиологу и посмотреть, нет ли каких-либо таких существенных, необходимых лечению проблем, которые связаны с сосудами сердца и с сосудами артерий верхней части шеи, головы, сердца и так далее. Гваргин вам еще можно попринимать. Алло, уважаемый Андрей Андреевич, у меня уже 2-й год шум в одном ухе. На УЗИ пережата шейная артерия. И из-за искривления достает этот шум. Это атеросклероз, гваргин пила, здоровые сосуды. Необходимо принимать дальше. Гваргин здоровые сосуды смазывает место шейного отдела мазью, которая называется вертебрализовая, принимать препарат вертебрализ. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как вы относитесь к интервальному голоданию? 8/16. Спасибо. Отношусь позитивно к интервальному голоданию. Пожалуйста, если вам это необходимо, и позитивно или положительно отношусь к закаливанию. Кстати, хочу сказать вам, в случае, если вы не можете набрать вес, и вам хочется набрать вес быстро, очень поможет 2-разовое на протяжении дня обмывание холодной водой. Берете холодную воду, обмываете свое тело под душем, это поможет вам набрать вес. В случае, если вы хотите похудеть, то в утренние часы не менее 20-30 минут находитесь под горячим душем. Он стимулирует выделение желчи и помогает человеку, любой выброс желчи помогает, увеличивает метаболизм в организме. Таким образом человек может существенно уменьшить свой вес. Спасибо за ответ. Вертебралис, мазь есть, ура, пожалуйста. Есть упражнения, называется 7 упражнений Дуйко, они выложены на моем канале Андрей Дуйко, официальный канал. И там я показываю как раз упражнения, которые могут помочь при заболеваниях верхней части шейного отдела. Это когда человек упирается на стол и вот так поднимает свои плечи и там под нагрузкой находится вот в таком положении какое-то время. Очень рекомендую использовать. Есть ряд упражнений, это дыхание Патрула Далкара. Это упражнения, 7 упражнений для позвоночника, есть 5 упражнений, это метод, разработанный мной, который называется Тибет, тряси, сиди, беги, дыши. И вот такие упражнения, они в комплексе заметно улучшают общее состояние и шейного отдела позвоночника, и артерий шейного отдела, и артерий сердца. И были люди, которые использовали это на протяжении 1, 2, 3 месяцев и писали потом, раньше был диагноз
изгиб или блокада пучка ГИСа. Сейчас кардиолог снял, удивлен, потому что в моем возрасте такое не лечится. Я спрашиваю, а чем же вы занимались? Ежедневно по 2 минуты на протяжении 2 месяцев дыхала по методу Патрула Далкара. Ну, видите, все это работает. Последнее время в правом глазу появилась черная точка, которая туда-сюда летает, похожая на маленького паучка. Подскажите, пожалуйста, что это и как избавиться? Спасибо. Это макулодистрофия. И, скорее всего, это может быть первыми признаками атрофии зрительного нерва. Необходимо обратиться к офтальмологу. Можно использовать мои капли Афтар, использовать препарат, который называется, сейчас я скажу, глаукамин. Он у нас есть такой? Да, есть глаукамин. Препарат глаукамин. Да, глаукамин. Использовать препарат Афтар в виде капель, использовать препарат глаукамин. Следить за артериальным давлением, не доводить, чтобы артериальное давление поднималось выше 125 на 80. И в случае, если будет подниматься выше 130, выше 130 и далее, то обязательно использовать и контролировать давление. Делать это на протяжении дня до 5-7 раз. Хотела узнать, как вы относитесь к хиджаме на лице при угрях и на спину. За прошлые ответы большое спасибо. Я положительно отношусь, но дело в том, что такие вопросы меня дискредитируют, потому что наша традиционная медицина, она не поддерживает кровопускание ни в каком виде, но я все равно поддерживаю хиджаму и, в общем-то, хорошо к этому отношусь, как вот к одному из способов улучшения общего здоровья. Объяснение этому есть. Татьяна, последнее время в правом глазу появилась черная точка. Ответил. Ирина, всех благ вам в новом году. Подскажите, пожалуйста, какие препараты помогут восстановиться моей дочери 37 лет после рождения и выкармливания 2 малышей младшему 1,5 года? Нужно четко понимать, что в случае, если ваша дочь до сих пор выкармливает ребенка грудью, то принимать какие-либо препараты не нужно. В чем нуждается женщина, которая выносила и родила ребенка, и какие возникают у нее изменения? Ну, первое изменение, которое возникает, это стресс, который женщина пережила, потому что любые роды и вынашивание ребенка – это 9-месячный стресс, который, конечно же, сказывается на снижении иммунитета, снижении витаминного и минерального комплекса в организме, с чего необходимо начинать. Женщине, родившей ребенка, необходимо начинать с препарата кальций-магний цинк в моей компании, принимая по 2 таблетки 3 раза в день. Принимать препараты, дополнительно препараты магния, магнум цит 300 по столовой ложке на стакан воды 1 раз в день. Принимать препараты для матки, матрикс норм по 1 таблетке 1 раз в день. Принимать препараты для восстановления центральной нервной деятельности. Это препарат называется у нас Сирантал. Также хорошо было бы пропить минеральный комплекс Супра и аминокислоты, которые в комплексе широко представлены в нашем коктейле, который называется коктейлем Energy Life, в котором находятся все аминокислоты, которые помогут восстановиться всему телу вашей дочери. Ольга Благодетских. С Новым годом! Скажите, сколько времени принимать препараты Нескарт? 2-3 месяца для продолжительного эффекта. Ирина, подскажите, пожалуйста, какие препараты помогут? Ответил. Хотела узнать ваше мнение. Ответил. Коллаген при коксартрозе. Пить с перерывами и можно постоянно. Можно принимать постоянно. Наш коллаген видновлюющий, так называется препарат, это великолепный препарат, который не только восстанавливает состояние сустава, а может помочь геронтологически. То есть это заметно улучшит состояние и внешний вид женщины или мужчины, которые принимают данный препарат. Особенно в случае, если принимать данный препарат совместно с
совместно с препаратом цистин. Одна таблетка цистина 1 раз в день, одна таблетка коллагена 3 раза в день. Таким образом, уже заметное омоложение и заметный вот такой эффект вы сможете наблюдать у себя на протяжении только одного первого месяца после начала приема данного препарата. Прямо очень рекомендую всем. Сейчас, конечно же, закончатся праздники, а на праздники мы позволяем себе многое, и позволяем себе кушать, и позволяем себе кушать много, много лежать, ведем такой нездоровый, собственно, образ жизни. И сразу же возникает такой вопрос: Андрей Андреевич, как вы можете, что вы можете порекомендовать для того, чтобы после праздников быстро восстановить себя, быстро снизить вес избыточный и так далее? Очень рекомендую использовать препарат Мускус. Моей компании является мощнейшим антиоксидантом и, помимо всего прочего, существенно снижает вес. Рекомендую мужчинам и женщинам. Это мощный стимулятор. Он стимулирует сердечную мышцу при сердечной недостаточности, которая возникает всегда во время праздников и новогодних праздников. Является стимулятором нервной деятельности, восстанавливает центральную нервную деятельность. То есть по-другому убирает у человека дергание, тики, помогает человеку чувствовать себя лучше, так как является мощнейшим антиоксидантом. А если это антиоксидант, то он помогает деятельности муковисцеральной, то есть работает лучше выведение, обмен веществ по принципу цикла Кребса, муковисцеральному циклу и дыхательному циклу. Таким образом, заметно улучшая все абсолютно рефлексы и улучшая прямо обширное общее состояние человека. Валентина Бочанова. С Новым годом. У меня был компрессионный перелом позвоночника, и это сразу повлияло на правую ногу. Сейчас варикоз на этой ноге, болит середина ступни. Как мне лечить? Начинайте принимать альфа-липоевую кислоту. 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером. Принимайте препарат Вертебралис и Морбустоп. Вертебралис по 1 таблетке 3 раза в день, Морбустоп 1 таблетка 1 раз в день. Это заметно. Смазывайте ногу препаратом вариковазиновая мазь и принимайте препарат Легка хода. Ирина Паула. Поздравляю вас и вашу семью с Новым годом. Подскажите, почему очень быстро падает витамин В12? Поддержать получается только уколами в мышцы. Мясо кушаю, от сахара и мучного отказалась. Спасибо. Это очень часто связано с уменьшением количества крови. Концентрация самого препарата, самого витамина В12, она может быть в случае, если крови достаточно и крови много в организме. При анемиях любой формы В12 уменьшается. При гастритах 12-перстной кишки появляется малокровие, в дальнейшем формируется анемия. При легочной недостаточности, при сердечной недостаточности, при легочных заболеваниях это все может вызвать появление анемии в дальнейшем. При увеличенном количестве гемоглобина, как при, допустим, туберкулезе, при панкреатите. То есть это все симптомы, которые могут уменьшать количество крови. Но кровь необходимо, чтобы была в определенном объеме. Как определить, у вас есть малокровие или есть ли у вас недостаточность крови? Это 2 разных таких компонента. Малокровие – это, собственно, гемоглобин, который снижается, количество эритроцитов может уменьшаться. А мало крови – это более тибетское понимание, и симптомы такого понятия, они проявляются у человека в виде того, что у человека холодные руки и ноги, холодные конечности, нос. При этом у человека появляется ощущение жара на протяжении дня, в утреннее время, в обеденное, в вечернее. Это все говорит о том, что крови стало меньше. В случае, если человек пьет огромное количество воды, это тоже может уменьшать количество крови, как ни странно. И тем не менее, увеличить количество крови можно препаратами определенными. Раньше у нас был препарат, назывался Сурактам, сейчас мы его не выпускаем. В данном случае сейчас можно принимать препарат, называется у нас
гемостерон – это препарат, который увеличивает кровь или увеличивает количество крови. Или какие продукты питания увеличивают кровь? Это жиры, это аминокислоты, это витамин А, витамин Е, это витамины с высоким содержанием. Это могут быть еще и горечи, то есть можно употреблять горечи. Это амарум дуйко, можно употреблять комплекс горечи. Это все улучшает общее состояние и количество крови. Кровь уменьшается, если у человека есть еще проблемы с желчным пузырем, есть дискинезия желчных протоков и так далее. То есть это все говорит о том, что человеку необходимо увеличить количество потребления горечи, количество и увеличивать кровь. Уменьшить количество потребления может быть там сладких соков, молочных продуктов и так далее. Внуку 4 годика, плохо кушает, пропил грандис и панкресор. Пока нет результата. Ваш мудрый совет. Возьмите гранатовые корки. Насушите гранатовые корки и перетрите их в порошок. Заваривайте так. 1 чайная ложка гранатовых высушенных корок заливайте 1 стаканом кипятка и поите вместе с добавлением меда своего ребенка. Очень быстро восстановится у него желание кушать. Это мощное такое поддерживающее средство. В случае, если человек отказывается от пищи, если у него нет аппетита, вот такое простое средство может существенно улучшить и аппетит, и сформировать даже метаболизм, улучшить телосложение. Такие высушенные гранатовые корки – это великолепное средство еще и для удаления гельминтов. В случае, если вы в детстве когда-либо болели заболеванием аскариды и у вас были заболевания глистных инвазий, вы должны знать, что неправильное лечение в детском возрасте в дальнейшем может приводить к тому, что у человека появляется бесконечные или стабильно проявляющиеся бронхиты. В дальнейшем это может спровоцировать самые невероятные заболевания. От стабильного бронхита, легочной недостаточности, обструктивного легочной недостаточности, эмфиземы легких. Также может проявляться в виде того, что у человека постоянно слабый иммунитет, то есть любой ветер – это остеохондроз, любая простуда – это заболевание носоглотки. Устранить это несложно, принимая наш препарат, который называется популин. Он уберет как раз вот такие последствия, яйца аскарид, которые обычно находятся у человека на протяжении всей его жизни, и находятся они в нижних отделах легких. Такая вот терапия или курс лечения – это препарат популин, 1 столовая ложка, можно с водой, можно без воды. Также я рекомендую небольшие ингаляции с популином, чайная ложка на стакан воды, ингаляция через ингалятор компрессионный. Но можно и горячую ингаляцию выполнять, это тоже даст свой эффект. Желательно совместно с препаратом нашей компании Гельминфит. Гельминфит 1 таблетка 3 раза в день, препарат популин 1 столовая ложка 2 раза в день. Также препарат популин я рекомендую использовать совместно или в комплексе с лечением заболеваний легких или заболеваниями туберкулеза, эмфиземы, хоббл и так далее. С Новым годом! Скажите, можно убрать отек под глазом или это уже грыжа, не знаю, золотым бальзамом? Нет, золотым бальзамом не поможет. Что поможет? Поможет массаж шейного и воротниковой зоны, медовый массаж. Далее очень поможет массаж, чтобы человек, массажист, хорошо вам промассажировал всю спину вашу. Вот на такие массажи очень хорошо походить, это может приподнять веко, даже в случае, если там формируется грыжа. Каолиновые маски могут помочь немножечко приподнять. Также медовый массаж щеки, то есть смазывается рука медом, используется в виде аппликации, прикладывается к верхней части или даже вот так с направлением к углу глаза и проводятся вот такие массажи с отрыванием руки. То есть вот такой вот небыстрый, медленный массаж
Мед будет засыхать, будет тянуть за собой кожу, и это делать нужно не быстро, где-то 20-30 минут. После чего необходимо руку помыть и лицо помыть и смазать обязательно любым маслом, детским лучше маселком вот, для ухода за кожей младенца. Вера, с Новым годом! Несколько лет на больших пальцах ног типа грибка, но грибок не обнаружен, ноготь сходит и все сначала. Чем можно полечить? Необходимо знать заболевание в лицо. Вы мне сейчас описали полинейропатию и ее развитие. Обычно она воспринимается человеком как грибковое заболевание. На самом деле это заболевание сосудов ног и формируется на фоне сахарного диабета второго типа. Лечение происходит одновременно эндокринологическими препаратами и препаратами для сосудов нижних конечностей. Полинейропатия, она лечится препаратом альфа-липоевая кислота. Принимать препарат необходимо 2 таблетки утром, 2 таблетки в обед, 2 таблетки вечером, 2 таблетки перед сном на протяжении 1-2 месяцев. При этом необходимо сделать доплероисследование или доплерографию нижних конечностей для того, чтобы понять, нет ли необходимости применения каких-либо дополнительных средств лечения сосудов ног. Также, естественно, однозначно перейти на диету, в которой у вас будет отсутствовать углеводы, это на длительное время, хотя бы на 7 месяцев. Принимать препараты, снижающие глюкозу, ну, можно метформин 500, 1 таблетка после приема пищи, там, 2 раза в день. И это существенно снизит ваш вес. Из моих препаратов гликоцитрохромин 1 столовая ложка на стакан воды 1 раз в день. 1 чайная ложка на 1 литр каолина, на 1 литр воды. Принимать 1 литр на протяжении дня. Принимать препарат глюконорм по 2 таблетки 3 раза в день. Использовать спрей гликоцитрохроминовый, брызгая его в рот. Ну вот где-то так. Смазывать места поражения, как вам кажется, грибком, мазью, которая называется изотоновая. Я ученица ступени, моему сыну 16 лет. Есть эпилепсия, принимаем 3 года противосудорожные препараты. На протяжении 2 месяцев держится температура 37-37,5. Все обследования сделали, непонятно почему. Надеюсь, вы подскажете, что делать. Очень часто у детей и у взрослых, и у взрослых, и у взрослых и у подростков мальчиков, у подростков девочек любого пола, часто температура, которая начинается в 15, 16, 17 лет, может являться признаками какого-либо эндокринологического заболевания. В вашем случае, скорее всего, это связано с гиперфункцией щитовидной железы. И, по моему мнению, вам хорошо было бы обратиться к эндокринологу для прохождения исследований, которые покажут, не развивается ли у вас гипертиреоз щитовидной железы. Так как наши эндокринологические железы, они входят в общую систему управления, она называется нейрогуморальная система мозга. И вот эта нейрогуморальная система, она между собой связана. То есть любое воздействие на поджелудочную железу может стимулировать выброс еще и гормонов щитовидной железы, увеличивать или уменьшать показатели ТТПО, увеличивать или уменьшать показатели Т3, Т4 и ТТГ, ну и так далее. Одним словом, это, по моему мнению, могло спровоцировать повышение уровня ТТГ и спровоцировать у вас появление заболевания гиперфункции щитовидной железы. Конечно же, это все всегда чревато и может проявляться как раз в виде вот такого поднимания температуры, поднятия температуры. У вас не сахарный диабет, а эпилепсия, да? Противосудорожные препараты при эпилепсии, поднялась температура. Как зовут ребенка? В случае с вашим ребенком это связано, скорее всего, сейчас с заболеванием, которое называется кардиосклероз. И это все появилось на фоне у него кардионевроза.
И вот этот кардиосклероз, его можно вылечить препаратом нашей компании Амин. Принимайте препарат Амин по одной таблетке 3 раза в день. Препарат Инстамакс, Эмбрио Плюс по одной таблетке 3 раза в день. Наталья Октябрьская. Сухость в носу, быстро высморкаться. Что это может быть? Также стучит в левом ухе периодически. Снять спазмы желудочные, пища проходит по пищеводу. Спасибо, с праздниками вас. Ага. Смотрите, сухость в носу, для того, чтобы ее не было, необходимо знать, что сухость появляется и появляются корки в носу в случае, если происходит процесс воспалительный. Каким образом можно убирать? Самый простой способ убирать это использование спреев для носа. Из моих спреев это эмбрионазин, трангиновые капли, стучится в левом ухе периодически. Это связано с сосудистыми заболеваниями шейного отдела, заболеваниями позвоночника. Натирайте мазью вертебрализовая и принимайте препарат вертебралис и гваргин. Спазмы желудочные происходят на фоне высокой кислотности. Можете принимать 1 чайная ложка соды и принимать 2-3 раза в день. Вот прямо сейчас. Еда плохо переваривается, болит желудок после еды, хроническая язва, эрозия 12-перстной кишки. Лечилась как могла. Что посоветуете? Лечиться как могла не получится. Необходимо лечиться как нужно. Это такая вот особенность. Там заболевание хроническая язва – это обычно повышение кислотности в тонкой кишке, что провоцирует, как это происходит и почему это происходит. Обычно стресс заставляет желудок увеличивать секрецию и вбрасывается высокое количество соляной кислоты. По идее должна вырабатываться каталаза, которая должна это все ощелачивать, но этого не происходит, ну и так далее. Что же нужно сделать? Начинать необходимо первое с успокоительных препаратов, то есть начинать принимать успокаивающие препараты. Я рекомендую капли какие-либо успокаивающие, которые есть в нашей компании. К ним добавить еще и препарат. Допустим, капли могут быть у нас там релаксин, а препарат может быть паставит. То есть релаксин в виде капелек по 30 капель там 3-4 раза в день на столовую ложку водички, а паставит или сирантал по одной таблетке 3-4 раза в день. Также начать принимать препараты, принимать соду, 1 чайная ложка соды на стакан воды. Обязательно это делать в первой половине дня. Улучшить иммунитет препаратом маточное молочко Эмбрио Плюс по 1 таблетке 2 раза в день. Начать принимать чай железняк, 1 столовая ложка на стакан воды. Принимать 1 стакан 2 или 3 раза в день. Это заметно улучшит ваше состояние. Есть препараты, есть целая лекция, напишите в интернете, прямо на моем канале «Тибетская формула. Спасительные рецепты» в YouTube. Напишите «Гастриты, гастроэнтерологические заболевания, Дуйко». И там целый ряд лекций, где я освещаю конкретно тему, почему болит желудок после еды, почему появляется панкреатит, откуда берутся хронические язвы, как формируется эрозия 12-перстной кишки и чем это можно лечить, традиционные и нетрадиционные способы. Спасибо за совет. Скажите, пожалуйста, при климаксе попросила эндокринолога выписать анализы, чтобы посмотреть гормональный фон женский, гормон тестостерон. Врач удивился и сказал, что при климаксе не нужно смотреть эстрадиол или тестостерон. Объясните, пожалуйста. На сегодняшний день процесс формирования климакса и процесс ощущения климакса, и процесс неврологии климакса, и патологический физиологический процесс, почему возникают вот эти ощущения, которые возникают у климакса, и можно ли климакс определить через или какими-либо анализами, но такого, по идее, практически такого никто не делает. Дело в том, что
Дело в том, что одна из разновидностей появления вот таких неприятных ощущений и даже климакса в действительности может быть увеличение тестостерона. Но врач, который называется гинекологом, его задача не выявлять климакс, и его задача лечить людей от заболеваний гинекологических, то есть это там опухолевидное новообразование, появление там папилломатоза какого-нибудь или там появление патологий шейки матки или эндометрия и так далее, там яичников. То есть это задача, собственно, гинеколога. Его не обучают определять по гормональной панели наличие климакса или не наличие. Это просто вот мой совет такой, что в случае, если у вас есть высокий тестостерон, то, по моему мнению, снижение этого тестостерона может заметно улучшить ваше общее самочувствие. Ну а препарат, который я рекомендую при климаксе, это препарат называется Климактерикс нашей компании. Принимать его необходимо по 2 таблетки 3 раза в день. Чтобы улучшить эффект от принятия данного препарата, я рекомендую его принимать совместно с препаратом Serontal. 1 таблетка 3 раза в день вместе с препаратом Климактерикс. 2 таблетки 3 раза в день. Я когда-то давал такой совет, он вызвал бурю или всплеск, вот такой вот, наверное, всплеск смеха, где я начал говорить о том, что климакс можно вылечить народным способом. Это действительно так. Я знаю людей, которые с успехом справились с климаксом, используя вот такой нетрадиционный способ. Знаете, иногда нетрадиционные работают в том числе. Нетрадиционный способ справиться с климаксом – это необходимо взять железный гвоздь, нагреть его на открытом пламени каком-либо, и после этого, когда он раскалится, вмакнуть его в воду. И сделать так 5, 6, 7 или даже 10 раз. После чего данную воду необходимо выпить. Необходимо на протяжении дня пить 3 таких стакана. Обычно, если женщина начинает пить 3 стакана 1 раз в день, то на протяжении менее чем 15 дней ощущение приливов и ощущение озноба, и вот все сопутствующие климаксу ощущения исчезают. У меня загиб желчного пузыря. Дискинезия, правильно. Часто бывает светлым кал, лицо почти имеет желтовато-коричневый цвет. Время от времени принимаю хафитол. Немного помогает. Хотелось бы узнать, что вы посоветуете. Спасибо за совет. Уменьшение употребления сладкого и увеличение употребления горькой пищи. Особенно поможет наш препарат, он называется горечь и дуйко, Амарум. Также препарат ликолила и лунглин. Лунглин 1 таблетка 3 раза в день, ликолила 2 таблетки 3 раза в день, препарат Амарум Дуйко 1 столовая ложка на стакан воды, пить по 1 стакану 3 или даже 4 раза в день. Еще один совет. Возьмите 2 столовые ложки Амарума, смешайте с 1 литра холодной воды, выпивайте 1 литр в разное, по чуть-чуть пейте 1 литр вот этой жидкости на протяжении дня. Это с успехом очистит ваш желчный пузырь, уберет загибы желчного пузыря, восстановит деятельность почек, уберет камни и песок из почек и из желчного пузыря в том числе. Снизит холестерин, улучшит восприятие, улучшит работу пищеварения, снизит вес. В случае, если есть сахарный диабет 2 типа, существенно изменит показатели инсулина в крови. Вопрос смешной, может. Мне 37 лет. В вопросах здоровья смеха никогда не может быть. Чувствую себя молодой, лицо становится старым. Может от того, что я устала работать, никак не могу обрести себя, свое предназначение. Пирогов сказал в свое время, что жизнь не является предназначением человека. Не заморачивайтесь. Уже 3-й год после расставания с мужчиной, ни на кого не смотрю, думаю только о нем. Подскажите, пожалуйста, в какую степь идти? Идти в степь того, что жизнь, она продолжается. И это необходимо для себя понимать. То есть, если вы не можете изменить свою жизнь, получайте от жизни удовольствие. Почему появляются глубокие морщины? Они появляются вследствие изменения тонуса мышц или тургора. И тонус мышц или тургор обычно возникает на фоне снижения гормонов. Обычно у женщин это снижение прогестерона. Таким образом, увеличение прогестерона, его можно добиться 2 такими факторами. Первый фактор – это активные физические упражнения.
И второе – это активная интимная жизнь. Но если и первое, и второе не подходит, то можно уменьшить тестостерон, потому что обычно лицо становится вот таким в случае, если есть проблемы с тестостероном. Это препарат нашей компании Тестоп, и увеличить количество эстрадиола можно препаратом, который называется «Женское здоровье». Очень хороший такой есть способ. Есть препараты с высоким содержанием прогестерона. Это препарат Лирика. Вот можно брать четверть таблетки этой Лирики и ставить вагинально один раз в день на ночь и недолгий период, буквально там 5-7 дней. Также необходимо обратиться к эндокринологу. Часто очень такое заболевание, как гипофункция щитовидной железы, проявляется в том, что щеки становятся полными, лицо обвисает, появляется вот такой вот двойная щека или бульдожья щека, и появляется вот такой вот вид складки. Вот такой вид складки в большинстве своем или очень часто связан с гипофункцией щитовидной железы, и просто несложный прием препарата L-тироксин или Проутерокс, может, или даже препаратов йода, могут существенно помочь в изменении внешнего вида. Омолаживающие препараты моей компании, которые я принимаю, это препарат, называется у нас Житидан. 2 таблетки 3 раза в день, препарат Тутус 1 таблетка 3 раза в день, коллаген видновлюющий 2 таблетки 3 раза в день, цистин 1 таблетка 3 раза в день. Данные препараты заметно омолодят ваш внешний вид. Также можно использовать каолиновую мазь, нанося ее в виде аппликации на внешнюю часть вашего лица. Это все подтянет. Подскажите, от чего появляются синяки на ноге сзади до колена, в том месте началось. На утро появились синяки темного и много. Что необходимо предпринять? Это всегда проблемы варикоза и проявляется в виде вот таких. Сейчас, одну минуту. Да, мы еще тут. Как сговорились сегодня. И что необходимо делать? Первое, необходимо начать использовать препарат. Во-первых, почему появляются варикозы? Если провести аналогию и посмотреть, у кого варикозы возникают чаще и у кого варикозы возникают реже. Варикозы возникают, конечно, чаще у людей, у которых есть там стоячий образ жизни или работа, где человек должен стоять целый день. Это все приводит к уменьшению, вернее, к напряжению сосудов и так далее. Человек, когда переживает или когда у человека стресс, у человека формируется или выделяется вещество такое, это вещество выделяется мозгом, это вещество вазоконстриктор, то есть сжимающие сосуды, сжимающие вены, и есть вещество вазодилататор, который наоборот расширяет сосуды, расширяет вены. Так вот, потеря мышечной ткани из-за голодания, стоячий образ жизни и закрытый желчный пузырь всегда приводит к появлению заболеваний варикозного расширения вен. Каким образом лечить варикозное расширение вен? Увеличение употребления белка РАС – это обязательное условие. И увеличение употребления горечи, которые будут освобождать или правильно высвобождать желчь, и делать это часто. То есть это амарум дуйко, который необходимо принимать. Его необходимо принимать так, чтобы воздействие на желчный пузырь происходило не стихийно и быстро, а происходило медленно, так как в случае, если в желчном пузыре находятся активные или увеличенные конкременты, они могут закупорить и без того выгнутый или там S-образный или там какой-либо желчный проход и заметно ухудшить состояние. Для того, чтобы это состояние улучшить, необходимо медленно и по чуть-чуть на протяжении дня принимать горечи. Из горечи я рекомендую использовать горечи дуйко, амарум. 1 столовая ложка на 1 литр воды или 2 столовые ложки на 1 литр воды. И вот такой литр принимать на протяжении дня. Или на 1,5 литра воды, там, можно 3 ложки. Так, чтобы при питье в полости рта оставалось небольшое ощущение горьковатости.
Это в мягкой форме, очень нежно и щадяще будет освобождать желчный пузырь от его состава, также растворять желчные новообразования холестериновые, которые там новообразовались, и в дальнейшем не будут стимулировать к агрессивному и быстрому сжатию желчного пузыря, заметно улучшит состояние сосудов и вен на ногах, уберет вот такие варикозные сеточки. Далее препарат, который называется Легка хода. Принимайте по 2 таблетки 3 раза в день и смазывайте места, где появляются вот такие темные места, мазью, которая называется вариковазиновая. Можно ли использовать препарат деципин как успокаивающий? Да. Расскажите про янтарь при лечении ЖКТ. Не рекомендую использовать янтарь при лечении ЖКТ. Я рекомендую использовать немножко другой препарат. Он называется железняк-чай. Используйте чай-железняк совместно с каолином. 1 чайная ложка каолина на 1 стакан воды 2-3 раза в день. Это мягко восстановит перистальтику, поможет восстановить макробиотическое состояние вашего кишечника. Вновь это питательная среда для появления ваших собственных биологически активных компонентов в желудочно-кишечном тракте, ваших индивидуальных бактерий. И чай-железняк снизит кислотность и нормализует пищеварение, перистальтику и так далее. Принимать его необходимо 1 столовая ложка на стакан воды. Ну и не стоит забывать о льне. Лен универсальное, очень мощное действие совершает в отношении нашего желудочно-кишечного тракта. 1 столовая ложка порошка льна заваривается на 1 стакан кипятка и принимается при обострении панкреатита, при язвенном заболевании двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях эрозии двенадцатиперстной кишки, при ряде заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом. Также я рекомендую использовать такой старинный метод, это использование сырого яйца. То есть в случае, если у человека есть заболевание желудка, он должен знать, что куриное яйцо, выпитое утром натощак и вечером натощак, заметно улучшает общее состояние. Одно из лучших средств для уменьшения запаха изо рта, которое у человека может появляться. Как это работает? В яйце курином находится вещество, называется лизоцим. Лизоцим является мощнейшим антибактериологическим веществом, естественным, находящимся в белке куриного яйца. И иммунный препарат, который находится в желтке яйца, называется он трансфер-фактор. То есть один препарат помогает избавиться от бактерий, второй помогает сделать все для того, чтобы необходимые и нужные бактерии появились. Не напрасно сестру Чехова Наталью в свое время лечили гоголем-моголем в Ялте от туберкулеза. Состав был такой: 1 столовая ложка меда и 5 куриных яиц. Их взбалтывали между собой и давали Наталье. У нее был туберкулез 4 степени и чехотка, и она должна была очень быстро скончаться, потому что у нее была открытая форма. Ей говорили, что она не сможет жить долго, но после лечения, особенно хорошего крымского лечения с яйцами и гоголем-моголем, Наталья вновь начала чувствовать себя хорошо, еще достаточно длительное время прожила. Единственное, что в случае, если вы захотите использовать данный рецепт, вы должны знать, что лучше всего подходят яйца оплодотворенные и яйца, которые полежали в инкубаторе хотя бы 25 часов. Они работают лучше, количество лизоцима и количество трансфера увеличивается. Ну и вот такой вот мой рецепт. Большое спасибо. С вами был Андрей Дуйко. Обязательно напишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал «Тибетская формула. Спасительные рецепты». Подписывайтесь на мой официальный канал в YouTube «Андрей Дуйко. Официальный канал». Всегда с вами, всегда для вас. Моя компания создана для вашего здоровья. Переходите сейчас на сайт моей компании, и в случае, если у вас остались вопросы после данного вебинара, обратитесь
к операторам. Обратиться к операторам несложно, можно это сделать двумя путями. Первый путь – просто набрать любой номер телефона, который находится в верхнем правом углу данного экрана. В случае, если вы хотите прямо онлайн и быстро прямо сейчас связаться с оператором, нажмите на кнопку, которая находится в правом нижнем углу. Ага, вот так надо показывать. В правом нижнем углу нашего экрана. Здесь вы можете связаться через социальные сети, через Telegram, Viber, написав письмо или заказав обратный звонок. Это сделано для вашего удобства. Я желаю всем здоровья. Еще раз вас с наступающими праздниками. До свидания.